Накшатра Читра в 12 домах. Накшатра Читра, известная как звезда возможностей, олицетворяет небесного архитектора и космический порядок. Ее основание строится на законе, а фундамент на истине. Читра также связана с почитаемым мудрецом, создателем части Ригведы, автором Гаятри мантры и наставником Рамы. Само слово «читра» означает произведение искусства, картина, но также несет в себе оттенок чего-то уникального, необычного, многогранного, подобно драгоценному камню, завораживающему своим блеском. Люди, рожденные под этой накшатрой, обладают множеством талантов и при правильном их использовании способны сиять. Однако ключевой вопрос для них – какой путь они выберут. Читра ведет учет кармических поступков, разделяя их на праведные и неправедные, и передает эту информацию Господу Яме. Поэтому представители Читры склонны отстаивать правду, быть прямолинейными, сосредоточенными на законе и истине, стремясь установить структуру и порядок во всем, что их окружает. Они создатели, дарители и хранители. Читра означает вечная истина, а истина, как известно, неотделима от Бога. Накшатра Читра наделяет человека харизмой, интеллектом и инновационным подходом к решению проблем. Такие люди могут достичь большого успеха в творческих сферах. Они эстетичны, стремятся к совершенству во всем и обладают терпением. Возможности часто приходят к ним благодаря их привлекательной внешности. Представители Читры имеют сильные моральные принципы. С годами они обретают мудрость, внутреннюю красоту и духовное богатство. Статус и финансовое благополучие достигается через добрые дела и поступки. В негативном проявлении Читра может привести к перфекционизму, излишней критичности к работе и внешности, а также чрезмерному увлечению красотой. Это может вызвать нерешительность при выборе из нескольких привлекательных вариантов, что в свою очередь ведет к разочарованиям и задержкам. Люди Читры как открытая книга, ведь правда для них важнее любых секретов. Однако эта прямолинейность может обернуться отсутствием дипломатии. Не желая скрывать чужие грехи, они могут оттолкнуть друзей, ими будут восхищаться издалека, считая немного странными, желая иметь такого хорошего человека по соседству, но, возможно, не в своей семье. Такое поведение трудно контролировать, особенно когда оно связано с первым и со вторым домами гороскопа. Общее значение накшатры для управителя и диспозитора в 12 домах. Накшатра Читра в первом доме. Куда бы ни пришел этот человек, он будет сиять, притягивая взгляды своей уникальностью, словно драгоценность. Его многогранность не позволит ему оставить без внимания ни один аспект своей жизни. Всестороннее развитие для него жизненно важно. Он будет усердно трудиться как дома, так и в офисе, поддерживая строгий порядок во всем. От одежды до документов для жизни и работы он разработает четкие стандарты. Харизматичный и невероятно внимательный к деталям, он глубоко понимает разницу между иллюзией и истиной, оставаясь честным и правдивым в своем пребывании в Майе. Этот человек следует закону. Он может стать юристом или политиком, разрабатывающим законодательство, либо специалистом по системам управления качеством, проводящим аудиты с четкими инструкциями и правилами. Его документация всегда будет аккуратной, информативной и уникальной, с использованием блок-схем и презентаций. Сдержанный, но уверенный в своем превосходстве, он не конкурирует ни с кем, кроме самого себя, постоянно совершенствуясь во всех направлениях. Ему предстоят уникальные, необычные трудности и проблемы, не свойственные обычным людям, за исключением представителей Накшатр, Читры и Свати. Поэтому ему самому придется исследовать эти вызовы и создавать инструкции по их решению. Он способен успешно заниматься несколькими делами одновременно. Накшатра Читра во втором доме. Прямолинейность и неуклонное следование правде становится препятствием на дипломатическом поприще. Человек говорит то, что думает, и его слова, подобно ему самому, несут в себе оттенок суровости и непредвзятости. Стремление к ясности ума проявляется в его общении, где он склонен к детальным и исчерпывающим пояснениям.
Громкий голос лишь подчеркивает его решительность. Под влиянием небесных тел он может становиться агрессивным, вступая в словесные поединки, которые при ощущении лжи могут перерасти в физическое противостояние. В гастрономических предпочтениях он проявляет исключительную избирательность. Его четкие границы не позволяют ему экспериментировать с незнакомой пищей или блюдами, не соответствующими его эстетическим представлениям. Парадоксально, но он может найти удовлетворение в однообразии, питаясь одним и тем же блюдом на протяжении длительного времени. Судьба может уготовить ему разные пути, от скромного рождения в семье низшего среднего класса, где благодаря неустанному труду он достигнет вершин материального благополучия, до становления почитаемым духовным наставником, если его путь пройдет через аскезы и духовные подвиги, начавшись в семье, привыкшей к достатку. Родители такого человека, как правило, отличаются открытостью, гостеприимством и стремлением к поддержанию порядка и структуры в семейном очаге. Накшатра-читра в третьем доме. Прирожденный оратор, чье красноречие проявляется в каждом общении. Человек виртуозно резюмирует мысли, особенно в письмах и СМС, обогащая их визуальными элементами, картинками, диаграммами, графиками и яркими образами. Его слова, запечатленные в текстах, обладают силой убеждения и могут породить целое движение последователей. Он тяготеет к изобразительному искусству или созданию глубоких духовных текстов, может стать архитектором не только в традиционном смысле, но и в сфере программного обеспечения, где его внимательность к деталям будет бесценна. Из него выйдет выдающийся инженер или мастер-плотник. Его профессионализм не знает границ офиса. Он с легкостью занимается делами и из дома. В семейных отношениях, особенно с братьями и сестрами, могут возникать порой необъяснимые трудности. Однако именно этот человек, благодаря своей исключительной способности, способен разрешить любые, даже самые странные и необычные проблемы, что встречаются на его пути. Накшатра-читра в четвертом доме. Покупка недвижимости или транспортных средств порой оборачивается чередой необъяснимых, почти мистических проблем, а иногда, напротив, эти приобретения сияют, словно редчайшие драгоценности. Мать могла трудиться в кейтеринге или клининге, обеспечивая нужды семьи и офиса, или же, будучи домохозяйкой, она неустанно заботилась о доме. В любом случае, ее слова всегда отличались ясностью и исчерпывающей детализацией. Накшатра-читра в пятом доме. Человек, благодаря собственным усилиям, достигнет значительного прогресса в жизни. Его креативность безгранична, но именно она может привести к необычным испытаниям на пороге взрослой жизни после завершения обучения. Не исключены и странные повороты в судьбе его детей. Он будет справедлив ко всем, даже к собственным детям, которые, видя его честность и открытость, станут его верными последователями. Он призван быть наставником, будь то в искусстве войны или в духовных науках, и его влияние привлечет множество учеников. Накшатра-читра в шестом доме. Путь к успеху для такого человека будет тернист. Ему предстоит пройти через водоворот испытаний, столкнуться с множеством трудностей и грязи жизни, прежде чем он сможет по-настоящему засиять. Прямолинейность и бескомпромиссность в высказываниях, отсутствие дипломатии и пренебрежение мнением окружающих часто создают ему врагов. Он не стремится поддерживать отношения ради отношений и не ищет одобрения. Если что-то кажется невозможным, он не отступит. Вместо этого он создаст альтернативу, нечто параллельное, способное превзойти оригинал. Так он может основать компанию, которая затмит его прежнее место работы. Это прирожденный стратег, целеустремленный и отдающий всего себя как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Он мог бы стать идеальным стражем порядка, полицейским, чья миссия поддерживать закон и справедливость. Желание уйти на покой ему чуждо. Он стремится оставить неизгладимый след, обрести вечность. Его суровость распространяется как на себя, так и на других. Для него принципиально важно
нести ответственность за свои поступки, осознавая высшие законы и следуя праведному пути. Иногда его могут преследовать редкие, неведомые науки недуги. Накшатра Читра в 7-м доме. Прямолинейность этого человека часто мешает ему в дипломатии и создает проблемы, но именно она является ключом к его значительным успехам. Он одержим порядком и всегда стремится его навести, где бы ни находился. Его деловые партнеры трудолюбивы, хотя не все в его окружении разделяют к ним симпатию. Супруг может работать как удаленно, так и в офисе. В личной жизни он способен на глубокое самопожертвование, если он увидит, что супруг нашел лучшую альтернативу, например, влюбился в другого. Он может сам инициировать разрыв, он не станет скрывать внебрачные связи, так как для него истина – абсолютная ценность. В бизнесе он готов принять на себя все финансовые потери партнера и даже разорвать отношения, если это позволит ему самостоятельно и более эффективно решить проблему, избегая дальнейших страданий от неэффективного сотрудничества. Накшатра Читра в 8-м доме. Основной фокус личности направлен на загробную жизнь или посмертное существование. Стремление совершать благие деяния в текущем воплощении может привести к усилению самоограничений и суровости, особенно при влиянии Сатурна, Раху, Кету или Марса на Накшатру. Человек способен к регенерации и возрождению утративших жизненные силы объектов, будь то угасающая отрасль или обанкротившееся предприятие. Возможны нестандартные ситуации, связанные с наследством. При наличии аспектов или связи с 6-м и 12-ми домами человека могут преследовать необъяснимые хронические заболевания. Родители супруга, как правило, открыты, гостеприимны и ценят порядок и структуру в семейной жизни. Накшатра Читра в 9-м доме. Человек владеет знаниями во многих областях, от древних ритуалов и жертвоприношений до современных корпоративных баталий. Строгие аскезы и глубокое духовное развитие способны вознести его на вершину общественного положения. Его отец будет человеком слова, всегда прямым и честным в разговорах. Накшатра Читра в 10-м доме. Человеку предстоят необычные трудности при поиске работы, но после упорного труда его ждет процветание. Он может занять позицию личного помощника генерального директора, отвечая за ведение записи, отчетов и протоколов совещаний. Этот человек не проявляет предвзятости по отношению к сотрудникам и честно отражает как положительные, так и отрицательные стороны в работе, показывая, кто и как выполняет свои обязанности, включая себя самого. Его не волнуют жалобы коллег, ведь он всегда говорит правду. Он предоставляет необходимые инструменты для выполнения заданий, отлично готовит презентации, уверенно работает с таблицами Excel и мастерски использует цветовые схемы, понимая, какой цвет и где лучше применять. Его всегда ценят за честность и прямоту. Он уважает начальство, даже если оно не самое талантливое. Такой порядок. Также уважение к старшим играет для него важную роль. Однако, если его слишком сильно прижать к стене и переступить его черту, он может взорваться и сказать: «Я терпел вас достаточно долго. Это неприемлемо». Господь Яма не только его босс, но и друг. Поэтому человек может иногда ссориться с начальником и коллегами, ведь он много работает и всегда поступает правильно. Он прямолинеен и порой бывает груб, но это часть его характера. Накшатра Читра в 11-м доме. Человек достигает успеха и внутренней силы, преодолевая необычные жизненные трудности. Его уникальность и харизма привлекают внимание окружающих, однако из-за прямолинейного характера круг друзей ограничен. Старшие братья и сестры нередко сталкиваются с загадочными трудностями в жизни. Смотрите также значение 10-го дома. Накшатра Читра в 12-м доме. Международные путешествия или карьера в глобальной корпорации порой открывает человеку дверь в мир неожиданных испытаний. В его жизни могут появиться странные финансовые издержки, загадочные болезни и невидимые противники.
Столкнувшись с этим, некоторые ощущают зов иного пути, отречься от мирской власти и суеты, уйти в уединение, в лесной глуши, через аскезу и глубокие медитации. Они стремятся починить бушующий гнев, обуздать плотские желания и сокрушить оковы эго, обретая убежденность в истинном духовном превосходстве.